Давным-давно в далекой стране под названием Россия собрались не одна, не две, а 12 нахрен косплеерш. Этой осенью они почувствуют всю мощь дедлайнов и после бессонной ночи преобразятся в прекрасных принцесс Хинкалик. Вместе они осознают, что большие или маленькие проекты надо делать вовремя. Добро пожаловать в историю одного группового косплея. Барби in the 12 Dancing Hinkalis. Всем привет! Наконец-то это свершилось, и сегодня я поведаю вам, как собрать полный каст 12 танцующих принцесс и сохранить ментальное здоровье. Но сперва, конечно же, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, ведь в следующем месяце выйдет художественное видео с этой съемки. Иначе пропустите мировую премьеру и не сможете рассказать своим внукам, что посмотрели это видео до того, как оно набрало 1 000 000 просмотров. А также прыгайте ко мне в тележку, там уже много бэков с фотосессий и будет еще больше спойлеров. Без более долгого вступления приступим. Итак, чтобы прийти к мысли о таком проекте, вам понадобится косплей-проект по Барби мушкетеркам в октябре 2021 года, необходимо сделать сапоги за 4 дня, Саня с молотком и год в запасе для косплей-проекта побольше. Все эти компоненты должны вылиться в одну маленькую сторис, чтобы просто Саня из Москвы превратился в Дерека из 12 танцующих принцесс. Не забудьте завербовать помощницу из маленького проекта в проект побольше, ведь кто-то должен исполнять роль домашнего карлика. Ты семейный карлик. Вспомните, что на дворе 2022 год, а это идеальное время, чтобы замутить что-то массовое с бальными платьями в придачу с мужиком и злобной бабкой. Проверьте ваш каст на подлинность. Можете не переживать за успешность вашего проекта только в случае, если детские фотографии участниц совпадают с палитрой их героинь. Или они пытались связать их костюмы в детстве. А потом осознайте, что все очень плохо и в этом году ничего не получится. Кроме ночнушек. Теперь вам понадобится пересмотреть все существующие источники с этими нарядами и осознать, что вариант из мультика самый скучный. Поэтому вам придется скомбинировать концепцию с официальными иллюстрациями из книжки Барби. Среди тонны молочно-светло-карамельно-бежевых тканей найдите ту самую шелк Армани, например, похожую на нашу. Мы купили ткань. Новый бейбик, 42 метра. Столько времени потратили, чтобы найти этот идеальный оттенок. Вот, в общем, мы молодцы. Нас даже не довезут. Ну а далее готовьтесь к сотне часов работы по раскройке, миллионам сборочек и расклейке страз под строгим руководством вот этой девушки с дубинкой. Ну, вы понимаете, с ней связываться опасно. Сперва купите балетки с квадратным носиком и с более округлым для малышек. Тщательно грунтуйте и отделите основную часть от носика. Для более точного попадания в канон замешайте краску, сделав ее более пастельной, ведь акрил при высыхании все равно становится непредсказуемо темнее. Ну а носик не забудьте украсить интерферирующей краской. Не забудьте обратиться к канону, ведь он не всегда очевиден. Например, балетки Кортни голубые, а балетки Блэр очень схожи с балетками Женевьевы, и неудивительно, что многие из вас приняли обувь красненькой за мою. Вот такая вот фигня получилась, короче говоря, ребята. Вот такие вот контуры не берите для подобного. Будете нажимать на этот гребаный тюбик, и у вас будут трястись гребаные руки. Нахрена это вам нужно? Правильно, не нужно. Лучше заказать нормальный акриловый перманентный маркер. В результате маркер тоже не сработал, поэтому выбираем путь страданий и делаем линии точечно с помощью кисти Dots с жемчужной краской. И да, это видео ускорено примерно в 50 раз. По окружности закрашиваем бортики золотым маркером и приклеиваем золотую ленту. Стык носика и основной части балеток также украшаем лентой. Расклеиваем стразы на пересечении линии и в петельках золотой ленты по окружности. Будьте готовы, что в следующие несколько месяцев в вашем доме появится множество маленьких новых постояльцев, которые будут жить с вами бесплатно. Здравствуйте. Это не крошки, если что, это стразы. Это я уже убиралась. Не забывайте, что эксплуатация детского труда запрещена на территории РФ, поэтому пригласите малышку Жанессу на чай, а пока он заваривается, предложите ей скоротать время за созданием бантиков с цветами и расклейкой страз на балетках. Также не забудьте подготовить свою киску к съемке. Ей понадобится светлый окрас шерсти носика, глаз и лапок. Девочки, на фотосете очень желательно бежевые трусишки и бюстики. Ого, черные. ТПшки с сюрпризом. У меня есть красные с медведями. Чтобы все просвечивало. Контент 18+. Сильным женщинам трусы не нужны. Лифчики тоже. Сейчас как взорвем Бусти. А как называется сосисочная вечеринка наоборот? Пуси-пати. Булочная. Мы едем на фотосет, нам всем страшно, потому что Оля злая. Если мы не вернемся живыми, пожалуйста, позвоните по номеру какому? По какому-нибудь, по любому номеру. У меня есть яблочные чипсы с крабом, кислые конфетки, мармеладки,
еще просто. Момент истины. Мы забыли, в общем, эти балетки, поэтому, да, в общем, вот эти балетки она стирала у нашей другой младшей сестренки вообще вот босая ходит. Не забывайте, что произведение искусства в виде музыкального видео с этой съемки выйдет буквально через несколько недель на этом канале, поэтому обязательно включайте все уведомления. Все фотографии выложу в своей группе ВК по ссылке в описании. А моим замечательным спонсорам, бустерам и донам будет доступны спойлеры чуть раньше, чем всем остальным. Благодарим вас за просмотр и уже с нетерпением ждем новой встречи. Городок. Пум.